ты доверяешь своей технике. Она слушает, она запоминает. Но что, если однажды решит заговорить? Умная колонка. История о том, что некоторые подарки лучше не принимать. Кристина с отвращением оттирала грязь с сапога. Ужасный день. Она ненавидела этот район. Но клиент был денежный, к тому же еще и согласился комиссионные заплатить наличными и лично ей, а не компании. Кристина давно уже так работала с клиентами. Использовала базу компании, а комиссионные клиенты платили лично ей. А иначе ей пришлось бы горбатиться еще лет 40, прежде чем она смогла бы купить себе квартиру. Клиент не пришел, да еще и в грязь вляпалась. Крайне неудачный день. «Вам помочь?» — услышала Кристина. Голос показался ей знакомым. Кристина напряглась. Не хватало еще столкнуться с кем-то из своих. Она подняла голову, зло сжав губы в линию, посмотрела на мужчину, и у нее буквально упала челюсть. «Валерка, ты?» Кристина мгновенно забыла про сапог. Перед ней стоял ее бывший одноклассник и друг Валерка. Кристина растерялась. Она не ожидала увидеть здесь никого из ее поселка. Уже лет 7 она туда не ездила и сознательно оборвала все связи со своей малой родиной. «Кристина? Ничего себе! Не ожидал тебя увидеть в этом районе». Кристина смотрела на него и поражалась, насколько же его не пощадило время. А ведь они встречались с ним. Месяц или 2. Но все же. В душе Кристина порадовалась, что бросила его тогда. Валерка в то время показался ей бесперспективным. И время показало, что она была права. Он стоял перед ней, худой, сутулый, в чистой одежде, которая была явно ему велика и висела на нем, как на палке. На уставшем лице со впалыми щеками выделялись глаза. Глаза Валерки тепло смотрели на Кристину и поднимали в ней воспоминания, которые, как она полагала, давно уже лежали где-то в пыльном углу ее сознания и не смели вылезать оттуда. Так она думала раньше. Но хватило одного взгляда этого чудика, и они упорно полезли на поверхность. Кристина разозлилась. И на непослушные воспоминания, и на себя, что растерялась. Она посмотрела на свои новые сапоги Гуччи, перевела взгляд на сумочку Фурла, и прежняя Кристина вернулась на место. Она заулыбалась. Ну надо же, вот так встреча, будто в кино. Бывшие встречаются в день ее рождения, и он щедро дарит ей яхту. Кристина расхохоталась. Ей показалось это смешным. Валерка широко улыбнулся. «А ведь точно, у тебя же день рождения завтра. И яхту я тебе не смогу подарить, конечно, но у меня все же есть очень полезный подарок. Ты торопишься? Я тут квартиру недалеко снимаю. Подарок у меня дома. Я сейчас принесу. Подождешь?» Кристина не торопилась. Она с королевским величием кивнула, разрешив пажу сбегать ей за подарком. Валерку это не покоробило. Кристина всегда так себя вела со всеми мальчишками в школе. Она была неоспоримой королевой всех старших классов и прекрасно знала об этом. Валерка жил в доме, около которого Кристина и вляпалась в грязь. Ожидая Валерку, Кристина достала зеркальце, подкрасила губы помадой, поправила волосы и торжествующе улыбнулась своему отражению. Нет, она уже далеко не та Кристина, которую знал Валерка. Эта Кристина стала еще красивее, зубастее и сильнее. Она по головам пойдет к своей цели и не поморщится. Прибежал запыхавшийся Валерка, протянул ей коробку. «Вот, держи. С днем рождения». Кристина смотрела во все глаза. Это была самая дорогая модель умной колонки Арина. Кристина снова растерялась. Как-то не укладывалась у нее в голове такая щедрость почти случайного знакомого. Да и не выглядел Валерка как богатей, который может запросто делать такие дорогие подарки бывшим одноклассницам.
А может, он до сих пор сохнет по ней? Это Кристине было очень даже понятно, и она ослепительно улыбнулась Валерке, обрушив на бедолагу весь арсенал своих чар. Валерка залился краской, смущенно проговорил: «Надеюсь, пригодится. Есть кому помочь настроить ее. Хотя там просто все». Кристина тронула его за рукав и погладила острыми ногтями с новым маникюром. «Конечно, есть, Валерочка. Когда я была одна. Спасибо тебе за такой неожиданный подарок. Он просто спас мой день. Ты извини, я на работу тороплюсь, но я знаю, где ты живешь. Найду тебя». Подъехало такси. Кристина помахала Валерке рукой, улыбнулась и элегантно нырнула в салон автомобиля. Валерка, ссутулившись, стоял и смотрел вслед такси. «Ну да, найдешь». Потом он вздохнул и, погрузившись в свои невеселые мысли, побрел домой. Колонку Арина Кристина настроила довольно быстро. Интегрировала ее во все возможные гаджеты в доме и развлекалась весь день, отдавая ей приказы. Кристина считала себя жутко везучей. Во-первых, ей повезло с внешностью. Мамина татарская кровь, смешавшись с папиной, молдавской, явила на свет смуглую брюнетку с большими миндалевидными глазами и чувственными губами. Невысокая, с точенной фигурой, Кристина заставляла оборачиваться мужчин и вызывала зависть у женщин всех возрастов. Обычно девушки с такой внешностью хотят в детстве быть актрисами, но Кристина не хотела. Она хотела быть богатой. Как она ею станет, было неважно. Во-вторых, ей повезло с характером. Там, где все опускали руки, она продолжала идти вперед. Кристина никогда не отчаивалась. Она видела цель, хотела ее и шла к ней. Средства были не важны. Важны были люди. Но не все. Кристина часто ругала мать, что она дружит с тетей Машей. Говорила, что друзей надо правильно выбирать, что вся жизнь зависит от того круга, который формируется с детства. Мать, по мнению Кристины, жила абсолютно неправильно, поэтому ее бросил отец, и живут они в бедности. Пока Кристина была маленькая, мать пыталась говорить ей про совесть, честность, дружбу, любовь. Но довольно скоро Кристина перестала ее слушать. Она закатывала глаза и заканчивала разговор словами: «Наверное, из-за твоей честности и верности отец нас и бросил». И уходила. А мать плакала. Сочувствия у Кристины не было. Она только еще больше злилась на мать и называла ее размазнёй. Кристина считала, что такие качества точно приведут ее к цели. И не ошиблась. Закончив школу, Кристина сразу уехала в Москву. Первым делом она устроилась риэлтором в отдел коммерческой недвижимости. Она решила, что там ее шансы на богатую жизнь удваиваются. Можно получить хорошие комиссионные, либо завлечь богатого владельца бизнеса. Так и получилось. На очередном объекте она нашла Богдана. Богдан – владелец производства межкомнатных дверей. Искал помещение для расширения производства и обратился в компанию, где работала Кристина. Они понравились друг другу с первой встречи. Сделка состоялась, а после нее Богдан пригласил Кристину отметить ее, и с того вечера они не расставались. Кристина стояла перед зеркалом и красилась. Сегодня ей исполнилось 25 лет. Она молода, красива. У нее своя квартира в Москве. Она возглавляет отдел коммерческой недвижимости. А парень, она уверена, скоро сделает ей предложение с большим красивым кольцом. Некоторые общие знакомые уже донесли, что он ищет особенное кольцо для своей особенной Кристины. И сегодня она со своими друзьями идет в известный и очень престижный ночной клуб праздновать ее день рождения. Если бы кто-нибудь спросил ее, любит ли она Богдана, Кристина расхохоталась бы тому прямо в лицо. Ни в какую любовь она не верила. Придумали какие-то чувства и оправдывают ими всякие глупости.
С Богданом у Кристины только голый расчет, как и с Ринатом Мансуровичем, боссом Кристины. Она встречалась с ним параллельно с Богданом ради карьеры. А как иначе стать в 25 лет начальником крупного отдела? Этот секрет знала только подруга, коллега, Ирен. Но она никому не скажет. Не в ее интересах. Ведь Кристина была ее начальницей. Зазвонил телефон. Кристина радостно схватила его, думая, что звонит Богдан. На экране смартфона высветилась «Мама». Кристина поморщилась и отключила звук телефона. Опять звонит здоровья пожелать. Последние 3 года она не общалась с матерью. А смысл с ней говорить? Всегда одно и то же. Ноет, что соскучилась, что волнуется за нее, за Кристину. А чего за нее волноваться? У нее все хорошо. Она не сообщила матери, что купила квартиру. Не рассказала про Богдана. И не собиралась. Богдану она вообще сказала, что родители погибли на последнем году школы. Телефон перестал вибрировать. В дверь позвонили. Кристина еще раз бросила взгляд в зеркало. Как же она хороша сегодня. Довольная собой, она пошла открывать дверь Богдану. Вернулись они поздно ночью. Богдан пошел в ванную. Кристина осталась на кухне. Налила себе вина, удобно села на стул и вытянула ноги, положив их на другой стул. Вечер получился замечательный. Ночную тишину прорезал звонок мобильного, и на экране высветилась «Мама». Кристина схватила телефон и хотела отключить его. Не хватало, чтобы Богдан услышал. Но вдруг умная колонка Арина громко сообщила: «Звонок от мамы. Перевожу звонок на громкую связь». Тут же на всю квартиру раздалось мамино: «Алло, алло, Кристиночка, дочка». Кристина судорожно сбросила звонок. Но вдруг ожила колонка Арина и громко сообщила: «Звонок был прерван. Набираю повторно». Раздались гудки, и снова на кухне зазвенел взволнованный мамин голос: «Дочка, Кристиночка, это ты?» Кристина не отвечала. Она пыталась прервать звонок, но телефон словно взбесился, не реагировал ни на какие манипуляции. А мама продолжала: «Милая, ты можешь не отвечать. Я звоню поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе здоровья и счастья в твои 25 лет, любви и хороших людей рядом, чтобы не обижали. Алло, ты здесь? Кристиночка, дочка, с 25-летием тебя, родная». Звонок прервался. Кристина выдохнула: «Дочка? Как это понимать, Кристи?» Богдан стоял в дверях кухни и ждал от Кристины ответа. Кристина не знала, что ответить, и снова соврала. Сказала, что это просто старая запись, но Богдан ей не поверил. Он посмотрел на нее тяжелым внимательным взглядом и произнес: «Кристи, я многое могу понять. И простить, наверное, тоже. Но вранье не относится к таким вещам. Мы сегодня не будем говорить ни о чем. У тебя праздник. Но и я не останусь. А ты подумай о том, что я сказал. И, может быть, завтра у тебя найдутся ответы на мои вопросы». Богдан собрался и вышел. Кристина пыталась удержать его, но Богдан был неумолим. Кристина вернулась на кухню. На столе стояла колонка Арина. «Это ты во всем виновата, гадина!» Кристина схватила Арину и со всей злости швырнула ее об пол. Умная колонка треснула и погасла. Утром Кристина проснулась от мерзкого звука радиопомех. Она встала и пошла искать источник звука. Казалось, он исходил отовсюду. Будто залетел в форточку, а стены играли им, перекидывая друг другу из комнаты в ванную, из ванной на кухню. Когда Кристина зашла на кухню, звук резко оборвался. Она облегченно вздохнула и стала варить себе кофе. Предыдущий вечер закончился плохо, но Кристина была не из тех, кто опускает руки.
Она налила себе горячий кофе и подошла к окну. Надо придумать, что сказать Богдану насчет матери. Кристина решила соврать ему, что мать алкоголичка и абьюзер, поэтому она больше не хочет ее знать. Заслужила. Вдруг откуда-то сверху раздалось шипение, и механический голос Арины, потрескивая, произнес: Одна девочка много врала, и Богдан бросил ее. От неожиданности кружка выпала из рук и разбилась. Кофе забрызгал стены и пушистые Кристинины тапки. Кристина подняла глаза. Наверху, на кухонном шкафу, стояла умная колонка Арина. Кристина сжала руки в кулаки. «Что ты сказала, гадина?» Арина молчала. Кристина хотела снять ее со шкафа, но тут ее телефон стал разрываться от сообщений. С нехорошим предчувствием она схватила телефон, и волосы буквально зашевелились. Ей короткими сообщениями писала Ирен, которая извинялась, что ей пришлось сознаться Богдану, и что он откуда-то все знал. А в переписке с Богданом она увидела, что от ее имени ему были отправлены все аудиосообщения, которыми одна обменивалась с Ирен. В них она смеялась над тупостью мужчин, а конкретно Богдана и Рената Мансуровича. Все сообщения были прослушаны. Кристина стала звонить Богдану. Он не отвечал. А потом от него пришло сообщение. Все кончено. Кристина испугалась и разозлилась одновременно. «Кто? Кто послал все эти сообщения?» Ха-ха-ха-ха. Сверху раздался механический смех, затем шипение, и умная колонка Арина повторила. Одна девочка много врала, и Богдан бросил ее. Кристина поняла, кто послал все эти сообщения. Поняла, кто разрушил ее мечты. Она взяла молоток, схватила умную колонку, положила на стол и била ее молотком до тех пор, пока от колонки не осталось месива из пластика и металла. Затем она сложила всю эту кучу в пакет и выкинула ее в мусоропровод. Вернувшись в квартиру, она еще раз попробовала набрать номер Богдана, но он ее заблокировал. Кристина зло усмехнулась. Она не бегала за мужиками. И не будет. Найдет другого. Затем она позвонила Ирен. Та в качестве извинений пригласила Кристину в спа-салон успокоить нервы. Разумеется, за счет Ирен. Кристина милостиво согласилась. На следующее утро Кристина собиралась на работу. Спа-салон сделал свое дело. Кристина чувствовала себя отдохнувшей. После душа она подтянулась к шкафу, как вдруг оттуда раздалось шипение, и механический голос громко произнес: Одна девочка много воровала, и ее уволили с работы. От страха Кристина перестала дышать. Она резко распахнула дверь шкафа. На дне стояла перекореженная, мигающая, умная колонка Арина. Впервые в жизни Кристину охватила паника. Не может такого быть. Она разбила ее и выкинула. Что за адская колонка? На периферии сознания она услышала, что на мобильный пришло сообщение. Кристина машинально открыла его. В общем рабочем чате огромными буквами было напечатано «Ты уволена по статье». А выше были ее записи, которые она делала с клиентами, платившими комиссионные ей, а не компании. И эти сообщения прослушали все ее коллеги, включая Ирен, которую она тоже обманула и своровала у нее богатого клиента. Ренат Мансурович был зол. Уже в личном сообщении он написал ей, что уволит ее по собственному желанию только если она вернет весь ущерб, нанесенный компании, и дал ей 3 дня. Сумма составляла 4 миллиона рублей. Как она сможет найти такую сумму? Все полученные от клиентов деньги она вкладывала в ипотеку. Даже если она продаст эту квартиру, то... Нет, она не может продать квартиру. Только не квартиру. Чёртова колонка. Она портит ей жизнь. Она ломает все, к чему Кристина шла.
о чем мечтала. Она сгребла все, что осталось от колонки, и сунула в пакет. Она утопит ее в пруду в парке, а потом разберется с остальным. Кристина сбросила эту чертову колонку в пруд и вернулась в квартиру. Надо найти деньги. Если ее уволят по статье, будет трудно найти работу, и тогда она потеряет свою квартиру. Она решила занять денег у друзей. Друзья у нее были состоятельные. Для них 4 миллиона – это не сумма. Кристина звонила всем, но никто не отвечал. Потом стали приходить сообщения типа «Извини, в командировке», «Я в отпуске». Да, слухи расходились быстро. Кристина не знала, что ей делать дальше. Все рухнуло буквально за выходные. Кристина постаралась успокоиться. Она закрыла глаза, шумно вздохнула. И тут, прямо сзади себя, она услышала булькающий механический смех. Кристина вскочила с дивана. На столике за диваном стояла мокрая, умная колонка Арина. Вода стекала прямо на пол, а Арина медленно произнесла: Одна девочка не умела дружить и осталась совсем одна. Нервы Кристины не выдержали. Она завизжала и стала кидать в колонку всем, что попадалось под руку. Она кричала: «Кто ты? Что тебе надо от меня? Да как же от тебя избавиться?» Неожиданно колонка ответила ей: Избавиться можно только если даривший примет назад свой подарок. Кристина замерла. Потом она схватила мокрые останки от умной колонки и вызвала такси. Кристина быстро нашла дом Валерки. Она очень боялась, что он съехал. Все-таки съемная квартира. А еще он мог и обмануть ее, и вовсе не жить в этом доме. Она не знала, как будет искать его. Просто решила обойти хоть каждую квартиру, но найти Валерку. Вот гаденыш, это наверняка он подстроил. Ну ничего, она с ним еще разберется. Сейчас главное ласково уговорить его забрать свой адский подарок. Дом оказался небольшим, что Кристину обрадовало. Обыкновенный 5-этажный хрущевский дом с 3 подъездами. Тем лучше, быстрее найдется. Осложнял поиски тот факт, что был рабочий день, и многие, в том числе и Валерка, могли быть на работе. Но Кристина строила свою жизнь под девизом «Вижу цель, иду к ней», и она решительно шагнула к первому подъезду. Валерку узнала его соседка снизу. Бабуля расплылась в улыбке, когда Кристина описала его. Сказала, что ну наконец-то нашлась девушка и для такого хорошего человека, как ее сосед. Да еще и такая красивая. Кристина раздраженно закивала ей в ответ, буркнула «спасибо» и рванула на этаж выше. Она звонила, но никто не открывал. Видимо, был на работе. Кристина со злости ударила в дверь кулаком, и она неожиданно поддалась и приоткрылась. Кристина отпрянула, а потом, воровато оглянувшись, открыла дверь и вошла внутрь. В квартире было тихо. Кристина даже подумала, что Валерка по привычке не закрыл дверь. Вот простота. Выехал из деревни в Москву, а привычки остались прежними. Вдруг она услышала тихий смех. Кто-то был в комнате. Чёрт, а вдруг он не один, а она приперлась? Ну и что, сам виноват. Кристина громко произнесла: «Валер, ты дома?» Из комнаты донеслось тихое: «Я здесь, заходи». Кристина вошла в комнату и остолбенела. Все стены в комнате были обклеены фотографиями одной и той же девушки. На Кристину смотрела и улыбалась, нежной теплой улыбкой, ее лучшая школьная подруга Тая. Она смотрела на нее из каждого угла, сверху, из-под потолка, снизу, от пола. Смотрела, будто все знала. Кристина начала задыхаться. Она попятилась к двери. В чувство ее привел тихий Валеркин смех. Он сидел на кресле. На столике рядом лежали упаковки от таблеток. Валерка жестко смотрел на нее. Потом тихо произнес: «Узнала. Вижу, что узнала». Он с усилием кивнул на стул рядом с собой.
У меня немного времени, так что садись и слушай». Заметив замешательство Кристины, он опять тихо рассмеялся. «Боишься? Не бойся. Она уже не укусит. Мертвая. Уже 7 лет, 243 дня, 13 часов, 20 минут. Впрочем, как и я. Я умер вместе с ней». Кристина взяла себя в руки. «Что это все значит? Ты что, маньяк какой-то?» Валерка шевельнул рукой, брезгливо поморщился. «Глупая. Маньяки убивают. Спорный вопрос. Кто из нас маньяк?» «Что ты хочешь этим сказать?» Кристина повысила голос. Валерка терял силы, это было заметно. «Я все знаю, Кристин. Я искал виноватых в ее смерти. И нашел. Весной я был на Таиной могиле. Встретил там Аню Скулкину. Помнишь такую? Она считает себя виноватой в смерти Таи. И до сих пор ходит на ее могилу». Валерка замолчал, закрыл глаза. Кристина раздраженно фыркнула. «И что с того? Пусть замаливает свои грехи, раз так считает. Я тут при чем?» Кристина осеклась от злобного взгляда Валерки. «А при том, что виновата не она. Это ты ее заставила распустить те слухи». Кристина оцепенела. Воспоминания обрушились на нее лавиной. Кристина дружила с Таей с детства. Жили рядом. Ходили в один детский сад, потом в один класс. Сидели за одной партой. Все знали, что эти две девочки – лучшие подруги. И никто не знал, что Кристина страшно завидовала Тае. Тая росла в богатой семье. У нее было все, о чем можно было только мечтать. Сначала игрушки, потом гаджеты. Тая не хвасталась. Она даже как-то стеснялась этих вещей. А Кристина больше всего на свете мечтала поменяться с ней местами. В старших классах Тая влюбилась в Валерку, а Валерка искренне и по-настоящему полюбил Таю. Увлеченный фотографией, он был постоянно рядом с Таей, фотографировал ее на каждом шагу. Довольно скоро все стали воспринимать их как одно целое. И Кристина не выдержала. Мало того, что Тая жила как принцесса, так у нее еще и любовь, как в кино. И она решила разрушить их отношения, отбить Валерку. Кристина понимала, что Тая никогда не откажется от своей любви. Значит, надо было заставить Валерку отказаться от Таи. И Кристина развернула целую кампанию, порочащую честь Таи в его глазах. Она привлекла главную сплетницу класса, Аньку Скулкину. И та распустила слухи о порочности Таи. Но Валерка не верил слухам, не велся на сплетни. Тогда Кристина подговорила знакомого байкера Севку. Он сох по Кристине, готов был пойти на любой криминал ради ее благосклонности. До криминала не дошло. Хватило пары вечеринок, на которых Кристина незаметно подпаивала Таю алкоголем. Тая вела себя развязно, и в сети появились фотки. А потом, пока Валерка ждал Таю около ее дома, Севка привез ее на своем байке, пьяную, домой. Валерка видел это, но был непрошибаем. Он продолжал ее любить. И тогда Кристина разместила развязанные фото Таи на специальных грязных сайтах, указала ее номер телефона и пересказала это Аньке Скулкиной. Ну а та понесла новости дальше. Для Таи начался настоящий ад. И точно такой же ад разверзся перед Валеркой. Он держался все это время, а потом как-то в раз сломался под напором слухов и фактов, как ему казалось. С Таей перестали общаться друзья. Она замкнулась в себе. У нее оставалась только одна Кристина. А потом она увидела Кристину, целующуюся с Валеркой, и мир рухнул для нее. Таю нашли родители утром перед школой. Она просто не проснулась. Рядом лежали упаковки от снотворного. После похорон Кристина была с Валеркой еще какое-то время. Но он настолько надоел ей, что она собрала все безделушки, подаренные им, притащила ему и сказала, что больше не хочет видеть ни его самого, ни его подарки. Валерка отказался их забирать.
встал и ушел из ее жизни навсегда, до их последней встречи. Кристина растерялась, не зная, что ответить Валерке, но, как любой человек, не обремененный совестью, быстро пришла в себя и даже перешла в наступление. «И что с того? Это было давно. Мы были детьми и не понимали, что творим. Жизнь продолжилась, и ты продолжил в ней прекрасно жить. Со мной вместе, если ты помнишь. Ты виноват не меньше, а даже больше, чем я. Ты предал свою любовь. А теперь ты весь белый и пушистый, а я виновата? Каким был размазнёй и нытиком, таким и остался. На!» Кинула она ему пакет с умной колонкой Ариной. «Забирай свой подарок и больше не суйся в мою жизнь!» Валерка в ответ на ее слова снова тихо рассмеялся. «Я виноват и каюсь каждую минуту своей жизни. Я сегодня ухожу к ней, к моей Тае». Потом Валерка кивнул на пакет. «А подарки я обратно не беру. Ты же знаешь». Он откинулся на спинку кресла и замолчал. Кристина выбежала из дома. В кармане пальто завибрировал мобильный. На экране смартфона высветился неизвестный номер. Кристина зло крикнула. «Алло, кто это?» В ответ она услышала. Одна девочка пыталась от меня избавиться, но сошла с ума.